Всем привет, Самиторича! Поздравляю всех с наступлением осени, особенно тех, кто, как и я, устал уже от летней жары. Сейчас у нас начало октября, и наконец-то наступает настоящая осенняя погода. Не слишком жарко, но все еще приятно. И сейчас я приехала, как всегда, в японскую деревню. Здесь у нас сзади меня рисовые поля на полуострове Итошима в префектуре Фукуока. На юге Японии в октябре все еще держится днем плюс 29, плюс 27 градусов, но уже чувствуется осенняя свежесть, особенно за городом. Это время года мое самое любимое, поэтому сегодня я покажу вам, как мы обычно проводим сентябрь и октябрь, и что можно делать в Японии в этот сезон. Красота! И я приехала сюда не просто так, а посмотреть на особенный вид японского риса, красный рис под названием акамай. Здесь даже немного видно, что рис не обычный белый, а вот такой вот красный зреет. И здесь даже есть специальное место, где можно забраться наверх и посмотреть на поля. Вдали вот такое вот. Так что идемте вот туда. Рисовые поля, хигамбана, паучья лилия цветет. Вдали море видно, островки, и Изами фотографирует что-то. Самый распространенный вид риса, который едят японцы, это круглый белый рис. Вот такой красный рис в наше время встречается редко, хотя говорят, что изначально дикий рис был именно красный, а потом из него вывели белый рис, который быстрее варится и слаще на вкус. Сейчас мы приближаемся к вот этой вот смотровой площадке. Ее не зря поставили. Здесь есть одна особенность этого места. Это не просто рис, а здесь рисуют искусство при помощи риса. Сейчас увидите, о чем я говорю. Нерю. Вау, как же красиво! Обожаю японскую деревню, если не считать насекомых. Изами, как человек, который вырос в деревне, наверное, не понимает моего восторга. Почему я каждый раз так радуюсь, когда мы приезжаем в деревню посмотреть на поля. Ну что ж, посмотрим, что видно. Нанте. О, вы видите? Я не знаю, насколько это понятно на камеру, но здесь при помощи обычного белого риса и красного риса нарисованы вот такие вот слова на японском языке. То есть высадили рис так, чтобы он рос в форме предложения «Мы хотим, чтобы все были сыты». Вроде бы казалась обычная японская деревня, но здесь есть своя креативность. Это же нужно было придумать вот так вот, высадить рис, чтобы он рос в форме рисунков и букв. И это стало такой известной фишкой этого места. Каждый год в конце сентября и начале октября здесь высаживают разные слова и картинки, поэтому у каждого года есть своя тема. В этом году тема, чтобы все были сыты. И, конечно же, без переводчика часто не понять, потому что написано только на японском языке. Но здесь также есть вот такое вот объяснение, что написано. Его можно перевести при помощи телефона, поэтому не все потеряно. Ну и, в принципе, это очень красивое место, особенно в этот сезон, потому что еще и хигамбана, японская паучья лилия цветет, и не так жарко. Так что хорошее место для прогулки по японской деревне. Последние годы жизни в Японии мы мало ездим в известные туристические локации и больше любим наслаждаться сезонными пейзажами обычной деревенской жизни. В этом же районе находится еще одно место, которое я хотела сегодня посетить. Галерея Фугаку. Вот такое вот здание. Небольшое кафе-галерея, где также есть много хигамбана цветов. Само кафе вот так вот находится среди гор и окружено полями хигамбана, паучьей лилии. Сейчас самый разгар цветения. Не поздно, не рано. Сегодня 1 октября. Конечно, каждый год по-разному. Иногда раньше, иногда позже цветет, поэтому нам очень повезло.
галерея Фугаку. Ну что ж, идемте внутрь. Мы когда с Изами сюда приехали, он сказал, что он готов в таком месте жить. Реально смотрится очень мило. Такой компактный домик. Видно, что он новый, но при этом в японском стиле. Вещь, которая мне больше всего нравится в японской деревне, в отличие от больших городов, видно, что галереи, кафе и другие заведения сделаны не для заработка, а это просто чье-то хобби. У этого цветка есть много разных названий. Одно из них это паучья лилия, потому что он немного похож на паука. На японском языке этот цветок называют хиганбана. Бана или хана – это цветок на японском языке, а у хиган есть много разных значений. Во-первых, это день равноденствия, который бывает 2 раза в год, осенью и весной. Говорят, что именно после этого дня меняется погода и становится прохладнее. И реально вот в этом году где-то в 20-х числах сентября был день хиган, день равноденствия, и уже после этого дня немного становится приятнее и осенняя погода. Во время дня равноденствия хиган длительность дня и ночи становится почти полностью одинаковая, и поэтому считается, что в это время мир живых и умерших сближаются. Кто смотрел мультик «Аватар», наверное, знает, о чем я говорю. Там тоже показывалось, что в это время умершие люди могут прийти в мир живых, и это говорилось именно об этом дне равноденствия хиган. И в Японии тоже считается, что в это время наш мир и мир умерших немного смешивается, поэтому хиган – это также день, период почтения предков. Кроме этого, хиган также можно перевести как «по ту сторону реки», имеется в виду по ту сторону другого мира, когда человек уже покинул мир живых, он переплывает через реку, Сандзуинукава называется, если не ошибаюсь, в буддизме, и тем самым переходя в мир умерших. Поэтому хиган – это также другой мир, мир умерших. И именно в честь этого слова и этого периода назван вот этот цветок. И также его очень любят вот такие вот черные бабочки, поэтому вся эта картина смотрится очень загадочно и необычно. Время почтения предков, красные и белые, кстати, тоже цветы хиганбана бывают, черные бабочки. Именно поэтому часто в разных загадочных и мистических аниме показывают этот цветок хиганбана, паучью лилию, допустим, «Девочка из ада», «Токио Гул» и многие разные другие аниме. Кто знает, где еще показывали хиганбана, напишите в комментариях. Не только период цветения и черные бабочки, но и также то, что хиганбана, паучья лилия, это ядовитый цветок, влияет на его репутацию, поэтому желательно его не трогать, не есть 100%, потому что можно отравиться и даже умереть, и он опасен для животных тоже. Поэтому в Японии часто говорят, что хиганбана нельзя приносить в дом. Хоть и уже в наше время иногда продаются букеты, используя этот цветок, до сих пор старое поколение считает, что это не очень хорошая примета, не очень хороший символ. Вот так вот даже в магазинах иногда сейчас продают цветы хиганбана, паучью лилию, которые можно использовать для букета. Но опять-таки не советую покупать, особенно тем, у кого есть животные дома, потому что это слишком аппетитно смотрится для котиков, особенно эти вот усики, которые захочется им откусить, а это ядовитый цветок. Поэтому я себе вот такой вот букет решила собрать. Тоже здесь не все, что котам можно, но они вряд ли будут есть. Конечно же, всем нужно быстро обглодать мои цветы. Хару тащится с вот этих вот растений. Нельзя их кушать. Нельзя. Хару, ты недовольный? Да, это не тебе.
у меня уже очень осеннее настроение, хоть сегодня на улице было довольно жарко в итоге, плюс 28 примерно, но это не мешает мне наслаждаться осенью, поэтому хочу сделать сейчас такой вот осенний, немного полевой букет из как будто диких цветов. Пока мои коты все не съели, надо все это как-то сообразить в букет. Это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что осень – лучшее время для путешествий по Японии. Не только потому, что уже не жарко и можно не потея гулять и ходить в походы, но и потому, что комфортная температура длится очень долго. Сентябрь, не считая самого севера Японии, адски жаркий, как и август, но с октября погода становится идеальной. В октябре температура постепенно падает с плюс 29 днем в начале месяца до плюс 25, в ноябре примерно плюс 20, а в декабре плюс 17, плюс 15 в Фукуоке, и только ближе к Рождеству мы достаем из кладовки реально теплую одежду. В это время года солнечно и не очень много дождей, и в отличие от сентября, утром и вечером температура резко падает, особенно в горах. Именно из-за этого во время нашей поездки в один момент было солнечно, и внезапно стало словно мы попали в ужастик Silent Hills или фильм «Мист». Честно скажу, было довольно страшновато ехать, но оно того стоило. Через такой туман мы ехали минут 20, но в итоге добрались до места, которое я давно хотела посетить и вам показать. Сегодня я приехала в храм под названием Фукоджи, который находится глубоко в горах острова Кюсю. Сюда невозможно доехать, конечно же, без машины, как обычно, часто в моих видео, к сожалению, или к счастью. Поэтому здесь очень мало туристов, как видите, вообще никого нет. И в этом храме есть очень интересная одна деталь, которую я хотела увидеть вживую. Это вход в храм. Сам по себе храм не очень большого размера. Это буддийский храм. Как же хорошо и спокойно. Цветы цветут. И с этой стороны гора, обрыв. И также видно другая часть храма, которая находится просто внутри горы. Вы только посмотрите. В горе вручную сделали пещеру и построили в ней отдаленную часть храма с террасой, где проводят церемонии и медитации. Когда мы приехали, как раз монах проводил церемонию для других посетителей. Можно вот так вот пройтись и подойти немного поближе. Идемте. И также все вот эти вот кусты — это гортензия, поэтому здесь, наверное, в июне невероятно красиво, когда все цветет. Еще одна особенность этого храма – Магайбуцу. Дословно можно перевести как «Будда, высеченный в горе». Эта скульптура высотой 11 метров. На камеру, конечно, размер, как всегда, не передается, но он огромный. Не представляю, как люди раньше вырезали его из камня в скале без использования современных технологий. Точная дата неизвестна, но по преданию считается, что этот храм был построен примерно 1800 лет назад, а эти скульптуры были вырезаны позже, в эпоху Камакура, примерно 800 лет назад. Место ощущается магическим, думаю, медитировать здесь одно удовольствие, поэтому просто наслаждайтесь им без слов и моей болтовни. В горах осень наступает немного раньше. Зеленые луга постепенно желтеют и покрываются пушистой травой. На японском она называется сысыки. Не смейтесь. Сысыки – символ наступления осени, часто ими украшают дома и храмы. В этот день мы приехали в одно из лучших мест для любования осенними пейзажами на Кюсю. Сегодня я приехала на вершину вулкана Асо. Это самый большой активный вулкан в Японии, куда можно вот так вот реально забраться на самый верх. Тут очень красиво в любое время года. Сейчас у нас осень, поэтому вот такие вот осенние пейзажи.
И я обожаю это место, поэтому мы обычно приезжаем сюда, когда я делаю групповые авторские туры по Кюсю. Оно реально того стоит. О. Вы только посмотрите на эти масштабы природы. Это раньше был кратер, сейчас это такие вот зеленые поля. Это, конечно, тоже туристическое место, здесь довольно много людей, но поскольку много пространства, не чувствуется, что здесь есть другие туристы. И много места, чтобы сделать классные фотографии и видео. Вау! Вы не ослышались, это активный вулкан, который вот так вот дышит. Подойти к кратеру не всегда получается, бывают дни, когда в мерах безопасности не подпускают. Я здесь была несколько раз, но это первый раз, когда я смогла подойти к самому кратеру и даже увидеть, что внутри. Это, кстати, вода температурой всего лишь на удивление 60 градусов, но суперкислотная, поэтому в ней не искупаешься. Ближе к закату, который наступает все раньше в этот сезон, примерно в 6 вечера, мы отправились в еще одну локацию в префектуре Фукуока, городе Укиха. Здесь, среди гор, расположены каскадные рисовые поля, где вскоре фермеры будут собирать урожай. Осень — это также время хигамбана, паучьей лилии, поэтому сегодня мы приехали вот на такие вот плантации рисовые, где много паучьих лилий цветет. Смотрится очень интересно. Это все рисовые плантации вот такими вот ступенями. Очень большое пространство. Хигамбана традиционно высаживают вокруг рисовых полей для отпугивания грызунов и насекомых, поскольку это ядовитый цветок. Период цветения совпадает с периодом уборки риса, поэтому это также служит своеобразным сигналом начала сбора урожая. Это очень редкий пейзаж. Нам очень повезло, и хигамбана была в полном цвету, хотя это трудно предсказать и зависит от погоды, конечно, но считается, что сезон начинается примерно с 20-х чисел сентября и до начала октября. А какая у вас погода в октябре? Жду ваших комментариев. Ссылки на места штампа стиля я оставлю в описании этого видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся еще.